Полиция применила силу в отношении верующих канонической УПЦ в Киево-Печерской лавре. Представители заповедника в сопровождении сотрудников полиции срывают замки с корпусов и проводят их захват. Мы видим вот такие видео. Здесь на этом видео люди причащаются, несмотря на то, что все-таки проходит сейчас захват корпусов. Вот как вы считаете, Максим Юрьевич, почему сейчас к верующим начали применять физическую силу и что все-таки будет с лаврой? Первая часть ответа. Задача выполняется, православие каноническое уничтожается, потому что это очень серьезный клей для общества, очень серьезный клей для людей. Клей, который склеивает разных прихожан, разные народы под одной, скажем так, церковной крышей или храмовной крышей, как угодно. И попытки расколоть православие, уничтожить предпринимались давно. Это как единый язык, это как единая вера. Все это понятно. И сегодня это исполняется Зеленским и властью Зеленского. Это тоже понятно. И под шум войны это делать намного проще. Кто сейчас пойдет защищать священство, а кто будет защищать прихожан? Война идет. И так смерти на каждом шагу. Поэтому они избрали для себя, как они считают, очень хороший момент. Они хотят захватить Киево-Печерскую лавру, передать ее вот этой вновь созданной организации ПЦУ, подурить еще немного людям голову, рассказывая, что это якобы каноническая, признанная православием церковная организация. И в дальнейшем мы видим уже, что делает сегодня и руководство ПЦУ, и президент, когда начинают менять православные праздники, двигать их местами, пододвигать их под католичество. Я полагаю, что на пути их желания провести, как 500 лет назад, униатство и объединить все под сенью по итогу Римско-католической церкви. Это моя точка зрения. К сожалению, все так, как вы показали, так, как мы до этого с вами в эфирах неоднократно говорили. И пока будет так. Пока. Меня не покидает уверенность в том, что в конце концов все будет в порядке. Во время фашистской оккупации тоже лавра была занята. Ну ничего, вычистили потом. Что касается вот этих фраз по поводу заповедника, давайте кое-что объясню. Территория лавры делится как бы на две части. Визуально сложно границы провести, но, скажем так, это с одной стороны историко-культурный заповедник, с другой стороны, десятилетиями с момента независимости эта территория и помещения занимались Украинской православной церковью, канонической церковью. И все хорошее, что вы видите на территории лавры, новые здания, коммуникации, да даже деньги для заповедника, всегда выбивала Украинская православная церковь. Этот заповедник был как пятое колесо в телеге, но церковь всегда ему помогала. Понятное дело, что не зная, каким образом уничтожить православие в лавре, забрать ее, придумали вот эту фишку, что типа, формально-то церковь там находится на правах арендатора, мы расторгаем договор и изгоняем монахов из священства и прихожан оттуда. И отдают это все ПЦУшникам и вот этому Епифану. Любой договор, я уже теперь рассуждаю как юрист, является волеизъявлением двух сторон, двух и более. И его как заключить, так и расторгнуть можно только по согласованию сторон. В данном случае Министерство культуры, которым управляет друг Зеленского, бывший генеральный продюсер Плюсов, Ткаченко, в одностороннем порядке расторгло договор, хотя должно было это делать, если вторая сторона не желает, через суд. Они не стали этого делать, потому что понимали, что проиграют. Таким образом пытаются изгнать оттуда Украинскую православную церковь. Собственно так. Теперь, что касается действий полиции. Полиция получила приказ, она его выполняет. Она не будет сейчас миндальничать. Время такое. Я еще раз говорю, подобрали специально время. Наверное, священники бы назвали это бесовским. И творят то, что хотят. Полиция, если кого-то задерживает, то она задерживает за сопротивление, за нанесение повреждений и так далее. То есть полиция здесь в выигрышном для себя варианте. Повторюсь, она исполняет приказ. Понятное дело, что нужно оценить законность приказа, но кто сейчас это будет делать, скажите? Прокуроры? Нет. Судьи? Нет. Поэтому пока так. Уверен, ненадолго. И часть 2 моего ответа. Понятное дело, это очевидно, слишком очевидно, что вся эта эпопея с православием, с его гонениями на него, с уничтожением Украинской православной церкви идет под эгидой президента. Непосредственным исполнителем является его министр культуры и друг Ткаченко. Здесь
Во второй части ответа я бы хотел передать слово великому наместнику Лавры, владыке Павлу. Там абсолютно все ясно, честно, понятно, эмоционально достаточно, искренне, по-доброму, как он может, сказано. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святі хвилини, 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київського всієї України Онуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся. Сьогодні я також кажу, пане президенте, вам, кажу вашому кабінету міністрів, горе вам. Ми не вороги для України. Добавить к этому нечего. Все, и духовенство, и прихожане, и православный мир понимают, что во главе этой травли стоит президент. И владыка Павел говорит, что будет дальше. Я не берусь к этому чего-то добавлять, потому что абсолютно уверен в прозорливости, которую Бог дал этому человеку. Вот так оно и будет. А православие выстоит, и Лавра вернется в лоно Украинской православной церкви. Я так считаю.